как у нас прошел год. Он был, конечно, такой своеобразный и сложный. Главное событие в январе у нас — это работа Оли. Я очень была за. Польский язык — 0. 0. Вообще. И нас настиг ковид. Мы были в Вене, в Австрии, в Осло на Пасху. На тот момент мы еще могли путешествовать, потому что визы у нас действовали. Нам вернули там 1500 злотых и нашли себе пупсика-чупсика. Чупсика. Мы его намечтали, ребят. Шоколадного. Ну, писюнька По просто. 100 раз в день. Где хотел, да. В июне мы немножко стали нелегалами. Купили Lidl Mix. Ну, конечно, это не назвать событием. Появилась у меня мечта. Мне хотелось вот этот кухонный аппарат. Катались на аттракционах 2 дня. Вообще Уже до это тошноты. было, честно говоря, в Польше нам понравилось больше. Они поновее и покруче. В сентябре решили съездить в горы. Морское око по классике. Да. У нас есть вот эта вот печать в паспорте. Ждем. И наступил октябрь. Это моя новая улыбка. Просто как будто пилку ножом съела. Пошел учиться в автошколу. Это тоже было не так просто. С нами не пропадете, я думаю. Всем привет! Привет! Спасибо большое, что заглянули на наш канал и проведете с нами буквально вот этих 15-20 минут. Надеюсь, что вам будет классно, и вы поставите заранее нам уже лайки. Да, у нас декабрь, атмосфера Да. полным ходом. Самое время, наверное, рассказать, как у нас прошел год. Он был, конечно, такой своеобразный и сложный. Когда готовились к этому видео, посмотрели внимательно именно по нашим ютубовским видео, что у нас там происходило, и вы просто даже немножко в шоке были, что у нас каждый месяц, оказывается, было какое-то событие важное для нас. И устраивайтесь поудобнее, можете пить чай, кофе, может быть, горячий шоколад, и полетели. Мы начнем, конечно же, с января. А главное событие в январе у нас — это работа Оли. Я нашла первую работу. Вообще, благодаря Ютубу мы решили 2 таких важных вопроса для нас в этом году, о чем вы узнаете чуть позже. Но вот первое — это работа. Мой шеф нашел нас на Ютубе, он тоже живет в Лоди. Он увидел, что я училась на ассистента, потом бросила. Это все есть на Ютубе, можно посмотреть об этом видео. И он увидел, что я, собственно говоря, училась, и предложил мне работать ассистенткой у него в клинике. Я очень была за. Это чудо. Ну, с условием. Ну да. Надо было Ну, пойти конечно. доучиться. Надо было пойти доучиться. И он сказал: я уверен, что когда ты будешь уже в самой работе, ты будешь знать польский язык, так как если кто с начала нашего канала, тот знал, что у меня был польский язык 0. 0. Вообще. Не было ничего. Я знала только день добрый, день добрый, день добрый, и все. Я не знала больше никаких слов. В этом месяце Саша уже как бы работал и на новой работе в Польше. Так как получилось, что у Саши была сначала одна работа в Польше, потом он поменял. И... Ну, это все в прошлом году. Да. И в декабре я уже... С декабря я работаю в одном месте. Ну, в январе уже как бы Ну, понятно, точно. уже, Да. да. Уже и зарплата там была, и подарочки. Мы уже съели новогодние. Наверное, недели 2 прошло, как Оля начала работать, и нас настиг ковид. Благодаря той же самой работе. Мы на 2 недели как раз выпали из жизни. Сидели на больничном, который можно было полностью сделать все по телефону, онлайн. В этом плюс, мы рассказывали. После того, ну, то есть, получается, мы с промежутком в несколько дней заболели. Выздоровели. Что еще было в феврале, понятно, это вся ситуация с Россией и Украиной, которая выбила из колеи опять Да, у нас всех очень сильно. была какая-то депрессия. Ну, я думаю, У просто всех, вот да. так получилось, что приехав из Беларуси, мы полгода вот как-то выдохнули, так не следили за новостями никакими, просто жили спокойно, и потом опять вот это каждодневное сидишь, листаешь все возможные новости, что там происходит, почему ничего не решается. И, ну, сложно. Ну, я думаю, это у всех было, да. Мы как-то и паузу взяли, и пытались прийти в себя. Ну, благодаря каналу, благодаря какой-то, вот, не знаю, уже привязанности мы нашли силы как-то продолжить и немножко отвлекаться. Ну, благодаря тому, что мы понимали, что у нас работа, жизнь все равно должна идти как-то дальше. Мы не можем лежать и постоянно читать новости и, расстраиваться, да. То есть, понятно, это уже факт, это уже случилось,
и как-то это нужно принять и идти дальше жить. Ну, как-то так, я думаю, это у всех так, Да. и так все с этим и живут. В этот месяц очень много спрашивало у нас, как поляки относятся к белорусам, к россиянам, к украинцам, вообще ко всем людям, которые переехали в Польшу. Я могу сказать от себя, что я никогда не видела ни на работе, ни от своих знакомых, что они как-то меня притесняли или притесняли Сашу. Ну, ты на работе Вообще что-нибудь нет. такое. Я, наоборот, почувствовала больше поддержку какую-то, все как-то, какое-то сочувствие, поддержку, и все говорили, что все будет хорошо, справимся. Ну, как-то вот так это было. Ну, просто, ну, как бы нормальный человек всегда понимает, что если человек приехал в чужую страну, он вряд ли просто так переехал жить без причины. Тем более И в те, те года. кто из Беларуси, из России приезжал, тоже не потому, что им нравится Россия, Беларусь, просто они хотят пожить в Польше. Они по своим причинам тоже приехали, и здесь неспроста. И, ну, может, не в статусе беженца, но тоже в статусе переехавшего человека, который хочет что-то поменять в своей жизни. Ну, просто нам повезло, что ты программист, и Польша давала визу для программистов. Ну, как, И дает до сих пор. Да, дает до сих пор. Да. И я думаю, до сих пор люди этим пользуются. И мы поэтому здесь. Ну и наступил март. Там у нас была заранее запланирована уже поездка небольшая, что тоже немножко помогло нам отвлечься. Мы были в Вене, в Австрии. На тот момент мы еще могли путешествовать, потому что визы у нас действовали. Что еще было в марте? В марте началась моя учеба. Я учусь на ассистента и уже, кстати, скоро закончу. Ура! Да, в апреле мы опять же съездили еще в одну поездку в Осло на Пасху. Кстати, Это Норвегия, новый это опыт. вообще классно. Живя в Беларуси, я и мечтать не могла поехать куда-нибудь там в Норвегию, в Осло. Это было очень классно. Поездка понравилась, тоже она есть на Ютубе. Кто хочет, есть и Вена на Ютубе. Так Конечно. что, кто хочет, обязательно заходите, посмотрите. И в апреле мы уже договорились и с хозяином квартиры, и со всеми делами. И нашли себе пупсика-чупсика. Пупсика. Уже там, да, договорились с заводчиком. Все было готово. Начали закупать все нужное. Да. И корм, Это было так игрушки, классно. лежанки. Но мы мечтали о собаке, нам так хотелось собаку, именно пуделя. Мы вот прям его... Мы его намечтали, ребята. Шоколадного. Ну, и имя Чупи... Ой, имя Чупи было придумано уже давным-давно. Еще, не знаю, за месяца 3-4 до Да. его... Мы с Сашей поняли, что мы хотим назвать его вот таким именем. Чупи! Мой собака. Эту собаку-барабаку мы просто обожаем. Ну, посмотрите на Чуши. Он вообще так не любит сниматься, но вы уже знаете. Все, он вот пришел, его забрали, и он все. Кстати, про Чупи, если вы услышите, а вы 100% услышите этот шум, Да, он покоя не дает. он не дает покоя, он играет со своей игрушкой, которая такая шелестящая. Ему именно вот сейчас она понадобилась. Именно сейчас, резко. когда мы снимаем видео. Спасибо, Чупи! Помимо чупсика, важного еще в апреле было это возврат налогов. Мы тоже снимали видео, рассказывали. И в итоге нам вернули там 1500 злотых, что было приятно. Что было очень приятно и неожиданно. Мы Я вообще не знала, вернули. что тут возвращают Да, деньги. ну, Да. причем я как бы работал там всего 4 месяца в том году. А я вообще не работала. Да, и при этом 1500 вернули. За интернет мы вернули деньги. Ну и плюс в целом. Кстати, в этом году тоже должны вернуть. Да, 2 года действует эта скидка. Так на что интернет. ждем, что в этом году какая Посмотрим, сумма. какая сумма в целом, да. Обязательно об этом расскажем. Так что оставайтесь с нами. Ну и 1 мая мы привезли Чупсика. Он у нас поляк. Он под Варшавой Ну, под жил Варшавой жил. В нашей семье есть поляк уже коренной. с паспортом, Отлично с от нас. возможностью путешествовать. Да, даже в Америку может спокойно рвануть, и ничего ему на границе не скажут. Этот месяц для нас был очень сложный, морально сложный. Мы думали, что мы начитались книг, мы все знаем, с собакой быстро решим все вопросики, проблемки. Мы знали, что это сложно, напряженно. Но Некоторые моменты Чупи повел себя прям супер прилично, классно, да. даже мы не ожидали. Но в некоторых других было все не очень хорошо. Самое вот такое Туалет. было, это туалет, что он
писюнька По просто 100 раз в где день. хотел, да. Но надо ему отдать должное, что он не писюнькал там на кроватях, на коленях, еще на полу. Но это было вот просто непонятно. Он приходил с улицы, там написюнькал, тут 15 минут написюнькал. проходит, и все, и у него уже новая порция дома. И мы не то что злились, нам было просто уже надоедало мыть пол. Ну, Тряпка не высыхала. да. Он вроде... И ты постоянно был в таком напряжении, что думал, ну вот когда выходить с ним на улицу? Мы и так как бы часто выходили. Мы вообще могли и 7, и 9, и там, и 10 Да, раз 8 выходить. раз было норма. Да, и иногда вот ты вроде погулял, и ты знаешь, что через 30 тебе надо опять выходить, ну через час, а уже можно не выходить, А потому уже что... ты только одеваешься, он уже присел и сделал дела. Ой, короче, этот месяц для нас... Мы тоже выпали вообще из жизни. У нас только был чупи-чупи и его секунды. Мы накупили пеленок, знаете, разложили вот это по полу все пеленки. Он вообще как будто специально ходил мимо. Типа, где пеленки? Я не вижу. Но иногда он вот буквально там, ну, максимум там 20-30 сантиметров, и мы уже хвалили даже, что Ну хотя да. бы, ну, он почувствовал запах и хотя бы Да. рядом с пеленкой. Но ему было все равно, там 20-30 сантиметров, метр от пеленки. Да, то есть этот месяц у нас был такой, посвящен нашей любимой собаке. В июне у нас закончились наши визы, к сожалению, и мы немножко стали нелегалами. Но до этого я успел съездить в командировку в Болгарию. Новая страна абсолютно для нас. Ну, я был один там, конечно, но... Без меня. И тем более по работе, но мы немножко успели там и походить, и развлечься. Ну, и в целом я впервые увидел своих коллег вживую. Ну, не всех, но большую Событие. часть. Это прикольно. Это событие, да. Просто у нас из разных стран. Поляки, болгары, англичане. И мы там вместе затусили. В это время я была одна с Чупсиком, мы каждые 30 минут ходили с ним на улице. Да, честно говоря, хоть эта неделя была отпуска, но я капец была устала. Ну да. Дальше у нас Чупсик сильно заболел. В июле уже, получается. Ну, мы где-то неделю-две, ну, как бы наблюдали странности небольших в поведении, какая-то вялость, и потом уже обратились к ветеринарам. Казалось, все серьезно. Ну, мы тоже рассказывали подробнее, сейчас уже нет смысла повторяться. Ну, было серьезно, там, с переливанием даже плазмы. Да. Он подхватил какой-то парвовироз. Ну, как нам сказали, это у щенков бывает, там, ну, свои причины, я думаю. Но болезнь можно это опустить. серьезная. Ну, очень. Очень. Да. То есть с летальным исходом, всякое такое. Мы действовали Короче, крайне быстро. да. Там, в тот же день все, что могли, сделали, и это помогло. Слава богу. И мы спасли Чупсика. Но не будем об этом думать, это грустная история. И тоже есть видео, даже в канале сколько раз сказала за это видео. Поэтому, если интересно, то можете тоже пройти и посмотреть. Также у нас было еще такое небольшое событие. Это мы купили Lidl Mix. Но, конечно, это не назвать событием. Купили Lidl Mix. Это, не знаю, как купить пылесос. Но просто... Мы готовились к этому Просто, тоже. когда мы жили в Беларуси, я уже знала о термомиксе. И уже Саша там говорила: Сашка, ты знаешь, есть такой термомикс. Мне так нравится. Я очень так хочу. Короче, появилась у меня мечта. Мне хотелось вот этот кухонный аппарат. Мне казалось, боже, когда он у меня будет, это же новые технологии, это совершенно все по-другому, я хочу, мне надо. Короче, вот запустила мысли, желание в космос. И когда мы уже приехали в Польшу, Саша мне рассказал, что есть просто офигенная альтернатива, и плюс дешевле стоит, что, естественно, огромный плюс. Да. Lidl Mix. И мы поизучали, посмотрели. Каким-то чудом мы узнали, что в Lidl он просто вот так продается. Ну да, просто... До этого, ну, из истории он продавался 2-3 раза в год по праздникам буквально. Ну и мы очень серьезно отнеслись к открытию магазинов, прибежали. Так мрачно, да. Было смешно, и мы были единственные там в Как этом дурачки, магазине. в 5 утра, представляете, встали, пошли к открытию. Еще дождь такой на улице был. А мы с этим Лидломиксом тёпаем. А знаете, там коробка огромная. Самое смешное, что вот спустя пару месяцев он просто каждую неделю... В продаже еще, очень часто на акции еще и дешевле. Еще и дешевле на 300 злотых. Где справедливость? Мы были одними из первых, кто его купил зато. Не, вот теперь, когда мы видим, что он уже, есть такие газетки, приложения газетки, когда я вижу, что продается Lidl Mix, то буквально через каждых 2 месяца он уже стоит.
И мы уже приходим в любое время в Lidl, и он там стоит спокойно, и не одна штука, знаете. А мне сказали, когда будет такой ажиотаж, приходите утром, можете не успеть. Я так переживала, так себе надумала. В итоге, ребят, мы все равно купили Ведломикс, все у нас есть. Мы уже много раз рассказывали. Но мы вообще готовим редко. Да, что мы там вдвоем-то едим? Ну, готовим мы редко, но нам очень нравится. Мы не пожалели ни на секунду. То, что мы готовим там пиццу. Столько уже таких классных рецептов, таких, знаете, типа а-ля ресторан. Да. Если можно так сказать, да. Нам очень нравится. Продолжаем летние месяцы, следующий август. У нас такой выдался интересный опыт. Мы с Олиной подругой с работы, получается, съездили в гости к ее родителям, к полякам. Ну, да. Ну, такой опыт интересный, необычный был. Плюс мы заехали еще в город Торунь, который просто жемчужина, такая недооцененная, и мы хотим туда как-то на подольше еще съездить. Когда теплее будет. Да, наверное. Чаще всего мы слышим о Гданьске, о Варшаве, о Вроцлаве, о Кракове, но о Торунь я слышала всегда очень редко про него, да. Ну, там очень красиво, ребят, прям вообще восхитительно. Да, мы побыли в гостях у поляка, это вообще так было классно. Да, такая традиционная польская семья. Такие нас кормили всякими вкусняшками польскими. Вообще было так классно. Ну, выяснилось, что очень похоже на наших родителей по гостеприимству, по каким-то традициям. Вот как будто к родителям, знаете, приехали, нас накормили, допоили. Вот, было очень еще здорово. Также в этот месяц у нас потом пошел отпуск. Мы поехали кататься на аттракционах. И Чупи поехал с нами. Да. И мы его в Кракове уже пристраивали в отель для собак в последний момент. Было так стрессово, но все получилось вообще, хорошо. этот отпуск как-то немножечко такой, знаете, с долей стресса был из-за Чупи, потому что кто смотрел, тот знает, мы буквально ночью узнали, что мы не можем оставить Чупи на передержке тут вот в Лоде, и нам пришлось брать его с собой, все там перекроить, просто этот отпуск. В итоге мы все решили, отправились вместе с ним в Краков, там нашли ему убежище, место, где он сидел. Катались на аттракционах 2 дня. Уже до тошноты. Это было так классно. Вообще, кстати, мы были на аттракционах в Испании. Как-то он там называется? Порт-Авентура. Мы еще даже не снимали тогда. И мы для себя сравнили аттракционы, и, честно говоря, в Польше нам понравилось больше. Они поновее и покруче, да. Их больше крутых таких захватывающих аттракционов. Там вообще очень классно. Ну, в Порт-Авентуре тоже, там очень красиво, там как в сказке. По оформлению лучше. Ну, вот для маленьких детей там прикольно. Даже для больших. А вот для экстремалов Энерджиландия, наверное, один из лучших в Европе. Вообще. Если честно, я еще не один раз хочу туда. Там офигенно. Но мы не вывезли даже кататься на всех аттракционах. Потому что мы уже они старые. Очень скоростные. Ну да. Но особенно, которые просто скоростные и там болтают, то нормально. А вот такие, которые там по кругу шатаются. Вот такие, они тошнотворные очень оказались. Да. Поэтому вот эта ошибка наша была. У нас кружилась уже голова под конец, нас уже подташнивало. Ну, просто малые дети, им там все равно. Они могут 3 раза на одной и то же тошнотворной карусельке это кататься. Мы, конечно, не выдержали, но нам очень понравилось. Также мы побыли в Кракове, посмотрели еще раз Краков. Быстро, очень жарко было. Было вообще жарко. Мы, кстати, были там в самый жаркий день. Да. Там очень классно. Вообще, посмотрите влог про Краков, там очень интересно. Там мы рассказали, как можно бесплатно мороженое отъедались после горячего дня, в горячей улице, мы отъедались мороженое. Кто живет в Кракове, это прям классный лайфхак. В сентябре у нас еще была 2-я часть отпуска, там спустя месяц. И мы специально так запланировали, чтобы не ехать в Татры в августе, в горячий сезон. Мы и так были уже в Энерджиландии в горячий сезон, нам хватило. А вот в сентябре решили съездить в горы, Морское око по классике, плюс мы сами еще решили в Кастилийскую долину, ну и по Закопанной немножко пройтись. В принципе, на 3 дня была хорошая поездка. Классно. Там очень понравилось, красиво. Да, мы там тоже ходили по разным местам, в которые
пожалели, наверное, немножко. Ну, Ну, ты о чем? Про какие? ну, наверх, вот когда Оле очень Ну, не понравилась идея мне не понравилось подниматься, ребята. спускаться. И спускаться Больше, тоже. наверное. Ну, а спускаться еще больше, да. А Мне в страшно было. Кастилийской долине мы вообще медведя слышали Медведя много раз. слышали, да. Мы думали, он нас съест. Не, ну мы так, конечно, не думали, но было Ну, страшно, потому что он был настолько близко. Ну, он не был настолько рык близок, чтобы мы его был видели, но близок. рык был очень близок. Мы там драпанули просто, ребят. Ну и наконец-то прогресс стал с подачей на карты побыта. Кстати говоря, это вот второй раз, благодаря Ютубу нам помогли ребята. Они написали нам в Инстаграм. Ну, это девушка как написала, записаться на да, подачу. написала девушка, она помогла, ну, как бы и советом, и делом помогла нам. И То, что не могло сделать Да. агентство полгода. Да. Спасибо им, вообще, one love. Так что дело пошло, уже не было на стопе, потому что мы реально очень долго ждали, когда Ничего не можем было, не подать просто происходило документы. полгода. Да. Поэтому спасибо всем за помощь. Но до сих пор дело не особо задвинулось. Мы доносили еще там пару документов. Ну, как бы оно чуть-чуть двигается, но, видимо, еще Ну, медленно. такое медленное. Ну, посмотрим, ребят, А хотя время бы... идет. Хотя бы мы тут уже не такое, как можно сказать, нелегалы. У нас есть вот эта вот печать в паспорте. Ждем. Все равно, пока мы уехать никуда не можем, в любом случае. Ну и наступил октябрь. Это моя новая улыбка. Вообще хочу сказать, что я вообще обожаю свои брекеты. Мне так нравятся эти разноцветные резинки. Вообще, я даже, наверное, буду по ним скучать, когда они мне снимут их. Вообще, я улыбаюсь, да, в свои не 32 зуба, уже далеко, но мне так нравится. Конечно, есть проблемы, было больно вначале, но я все это рассказывала, но сейчас я вообще кайфую, потому что веселая улыбка стала. Вот, мы поставили брекеты. Сначала удаляли там 3 Не зуба. удаляли Это зубы. было Вот ужасно. посмотрите, какой я человек. Вот я хорошее помню, а плохое Это забыла. хорошо. Но я забыла, что я перенесла 3 операции. Не, на самом деле 2. Но это не операция, это, ну да, хирургическая операция. То есть мне удалили. Как я такая вообще забыла? Вот помню про брекеты, как они мне нравятся. Значит, 2 8 мне удалили. Там даже есть на видео заставка, это вам никто не покажет такое. Вот с таким лицом я была. Просто как будто пилку ножну съела. У меня было очень вообще опухшее. Ну, конечно, после 2 8 и мне 6 удалили. 6 так быстро удалили, что даже там не помню. Как все прошло на изи, хорошо. Лузик, как говорится. Мне все... мне не понравилось, конечно, как меня удаляли, но все было нормально. Но это тоже было событие, в принципе. Удаление зубов. Я же в ноябре съездил во вторую командировку. И, в принципе, у нас на проекте даже, наверное, есть такой график, типа 2 раза в год. Что, по Польше, единственный минус, что это было в Люблине, меня немножко это расстроило. Но, с другой стороны, я не мог никуда поехать. Это тоже один из поводов, почему мы встречались в если, Польше. например, они бы уехали в другую страну, В ты бы Лондон, остался здесь. а я в Лоде. Как бы Ло и Ло, но немножко разные места. Да, я надеюсь в следующем году попасть в Лондон. Возможно, Я получится. уеду жить в Лондон. На недельку. А я тут буду с чупиком кукарекать. Ну и плавно приближаемся уже у нас ноябрь, ближе к концу года. В ноябре я уже окончательно пошел учиться в автошколу. Это тоже было не так просто, потому что у нас истекшие визы, мельдунок уже протух. И все такое. Понадобилось мне там 1-2 решить все эти вопросы, но удалось. Как всегда, есть видео, все подробно, по шагам, что мне пришлось сделать. Ну и вот, есть, конечно, интересные отличия, потому что я успел поучиться и в Беларуси в автошколе. И здесь теорию нам преподавали неделю. И дальше вот я уже сам изучаю месяц, сижу по тестам, прохожу теорию, и уже почти готов идти сдавать теорию в автошколе и начинать практику. В принципе, это главный план на декабрь-январь. И пытаться уже сдавать экзамены получать. Да, государственный. Главный план на будущее такой. И декабрь идет сейчас, пока у нас никаких событий таких не произошло. Да. Но главное событие это что? Это Новый год, это Рождество, ребят. Это хорошее настроение, это получение всех
ну, классных плюшек от декабря. Это кому-то дают авансы, кому-то дают премии. Но Ну, у меня, например, будет импреза. Нас пригласили всем коллективом в ресторан на импрезу. Я иду, ну классно же, классное событие. Я иду, мне классно, весело. Я уже купила платье, ребят, вот. А у кого-то будет, я не знаю, кто-то будет украшать дом, украшать елки, кто-то поедет в какие-то другие страны. Ярмарки, да. тусичи, Тусичи-мусичи, встречи да. с родными, друзьями. Да, вообще. У меня все спрашивают, а где вы будете встречать Новый год? Ребят, мы будем встречать Новый год тут, Вот дома. с на Чупи. диване. Ну, на диване. Вкусно есть, и все. У нас нету тут родных. У нас есть тут Серега, но у нас нет тут родителей наших. И родители наши не приедут сюда. И мы к родителям не поедем. Единственный наш Но- способ связи, ну, Но- как бы видеосвязь плюс Мы посылки. будем, да, мы будем, кстати, вот мы отправим, кстати, события, будем отправлять посылки родителям, плюс будем сидеть через телефон, наверное, и праздновать несколько Новых годов, белорусский, польский. В принципе, такие вот результаты года, достижения, события. Год был сложный, еще раз можно сказать, но, в принципе, мы старались искать позитив, и, наверное, у нас даже получилось. Мгм. Насыщенные месяцы у нас выдались. Помимо всего того, что мы уже рассказали, мы снимали не только нашу жизнь, а Мгм. как бы и что-то полезное, всегда стараемся делиться. У нас есть часто в описании ссылки на полезные наши видео, есть плейлист со всеми нужными делами, Мгм. потому что какие-то официальные там дела, которые нужно решать Да. в Польше, часто мы что-то советуем, как экономить, где что-то найти. В общем, с нами не пропадете, я думаю. Если даже мы не освещали какой-то волнующий вас вопрос, не стесняйтесь писать на Ютубе, в Инстаграм. Ну, часто Мы в Инстаграм отвечаем. пишут ребята. Кто-то просто пишет, мы вас смотрим, кто-то какие-то вопросы задает. Не стесняйтесь, пишите. Мы Если мы отвечаем. будем знать. Мы не звезды, Да, вы зажравшиеся. звезды. Ну, кто-то же писал, что типа не ожидал Не даже ожидал, что ответа. отвечу. Ой, боже. Ну, ребята, конечно, нет. Какие мы звезды. Так, ну и на этой позитивной ноте будем заканчивать, да? Ну и желаем всем хорошего следующего года, успешного, спокойного, хорошо отпраздновать наступающие праздники. И спасибо большое, что были с нами. Нам было очень приятно. Оставайтесь также с нами, подписывайтесь, ставьте лайки. И говорим вам пока-пока. До новых встреч!